Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо. Сегодня мы поговорим о волнующем всех потерявших своих близких вопросе. Забывают ли умершие живущих и почему это происходит? На идею прочитать отдельную лекцию по этому вопросу меня натолкнуло засилье разнообразных глупостей, домыслов и в кавычках откровений всяческих эзотерических гуру на просторах интернета, а также постоянно приходящие вопросы зрителей и слушателей на вроде этого. После похорон муж мне все время снился и присылал знаки, а теперь, 2 года спустя, почти не снится, раз в месяц, не более, и знаков никаких нет. Значит ли это, что умершие со временем забывают нас, и мы им больше не нужны, а следовательно и встречи, когда мы умрем, никакой не будет? Давайте разберемся, узнаем ответ и расставим все по своим местам с позиции знаний, опыта и реальной практики. Утратившие свои физические тела люди, осознавшие, что со смертью ничего не заканчивается, как правило, и в подавляющем большинстве случаев стараются позаботиться о своих родных, оставшихся жить. Направить послание о том, что они пережили смерть, организовать работу с энергиями и биополями, а также с так называемыми снами в целях утешения скорбящих, являясь в моделируемый сознанием близкого мир и передавая сообщения о продолжении жизни после жизни там. Я живой, у меня все в порядке, я не умерла, мы еще обязательно встретимся, и прочие похожие друг на друга послания от перешедших порог между земным и потусторонним мирами получает большинство остающихся на Земле. Информация о таких посмертных коммуникациях до того много, и существует она в огромном разнообразии, совпадающая вне зависимости от места событий и личностей, вовлеченных в них, что не остается никаких сомнений. За ней стоят реально существующие явления, а не галлюцинации и не самообман. Кроме того, это подтверждает и статистика, собранная исследователями посмертных коммуникаций, ссылки на которых можно найти в любой нашей книге цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю» и публикациях нашего телеграм-канала. Но здесь есть нюанс. Некоторые реципиенты таких посмертных сообщений замечают, что со временем они снижают свою интенсивность и частоту. Не буду ходить вокруг да около, это действительно так. И я не стал исключением в подтверждении этого правила. После того, как моя самая родная и близкая душа, уже знакомый постоянным зрителям канала Даня, покинул земную жизнь, интенсивность посланий, знаков и передающейся информации от него была на высочайшем уровне. Это происходило по несколько раз на дню и ночью во снах. А вот далее я обратил внимание, что действительно, по мере течения времени вправо от перехода в тонкий мир, знаки и послания от Дани стали приходить реже. Как и многим из тех, кто наблюдал такую динамику, сначала мне, разумеется, стало неприятно, тревожно и боязно, что наше общение может прекратиться совсем. Но вместо дальнейшего погрязания в страх, я, как обычно, прибегнул к своей любимой тактике. Обратился к знаниям и разобрался, что опасаться нечего.
Мы уже обсуждали причины таких тенденций в других лекциях, наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю», а также публикациях нашего телеграм-канала и определились, что они состоят не в том, что мертвые забывают живых и сосредотачивают свои интересы исключительно в других областях посмертного существования, и мы им якобы больше не нужны. Любовь никогда не перестает. И связь, создаваемая ею, никогда не прерывается. Она пронзает пространство, время, измерения, воплощения, тела и весь космос. Те, кто искренне любит, никогда не теряют друг друга из виду, сколько бы лет и жизни не миновало. Помните об этом и не позволяйте унынию, негативу и мрачным иллюзиям завладеть вашей душою. Так в чем же тогда здесь дело? Почему посланий со временем становится меньше? Логичные и естественные процессы снижения интенсивности и частоты контактов между мирами разного количества измерений обусловлены их сложностью и тем, что в целом вся важная информация уже сообщена, а встречи продолжаются во время ночного отдыха живущего, который он не запоминает, или запоминает с большим трудом, искажениями и помехами, поскольку память о существовании в духовной форме бытия накапливается в других банках памяти, отличных от тех, которые мы используем, пребывая в физическом теле. Поэтому нет никакого смысла страшиться разминуться с родными и любимыми после собственного перехода в иной мир по причине того, что они забыли вас. Даже более того, такой страх сам по себе создает негативные эманации, закрывающие живого от мертвого и осложняющие их связь, а также ухудшающие реальность живущего. Очень важно очиститься от любых страхов, сомнений и тревог. Такое очищение приближает воплощенного человека к духовному миру, упрощает его жизнь и избавляет ушедшего от тревог за своего родного оставшегося и улучшает связь между мирами. Как я уже сказал, знаки и послания от Дани со временем деинтенсифицировались и стали приходить реже. Но они ни в коем случае не сошли на нет. Они продолжаются до сих пор и не демонстрируют никаких признаков скорого прекращения. По моим ощущениям и нормальной логике, просто завершился острый период, когда требовалось форсировать события и помощь с той стороны, успокаивая оставшихся родных и не давая им скатиться в бездну отчаяния и ненависти к окружающему миру, закопав таким образом все свои перспективы и реализацию назначений. Когда же эти задачи были решены и острый период завершился, а родные, убедившись в том, что Даня продолжает жизнь в другом измерении, успокоились и продолжили свой прогресс, сложная и неочевидная связь между двумя мирами логично снизила свою интенсивность. Все хорошо, прекрасная маркиза, как пелось в той самой песне. Не о чем переживать, все уже все знают и понимают. А значит, и нечего носиться со знаками, посланиями и сложной организацией связи между физической и духовной областями Вселенной каждый день, тратить на это огромное количество энергии и сил. В этом просто нет смысла. Гораздо логичнее просто спокойно ожидать грядущего неизбежного воссоединения и иногда также спокойно и радостно перекидываться приятными смс-ками. Уехав в другой город, мы тоже поначалу интенсивно коммуницируем с оставшимися родными и близкими, потому что понимаем, что им грустно без нас. А затем все входит в свою колею, и мы возвращаемся к нормальной интенсивности общения. И уж тем более мы не летаем к ним из другого города на самолете каждый день только для того, чтобы развеять их грусть. Затраты таких визитов необоснованно велики по сравнению с влиянием, которое они могут оказать.
Поэтому очевидно, что это никакое не забвение, не равнодушие и не жестокосердие со стороны ушедших, а просто нормальная, здоровая логика. Вот что еще важно. Это не просто моя теория и мои личные ощущения. Это было доказано и подтверждено в ходе многолетних практических экспериментов других исследователей потустороннего мира и ученых. Так, например, Всеволод Михайлович Запорожец, крупный ученый-физик, профессор, доктор технических наук, практически доказавший жизнь после смерти с помощью довольно простой и воспроизводимой любым человеком методологии, описавший свои более чем 30-летние исследования загробного мира в прекрасной книге «Контуры мироздания», тоже задавался вопросом, не забывают ли нас любимые. Он получил на него уверенный ответ «нет». На протяжении многих лет заслуженный ученый при помощи его несложной методологии отслеживал изменения в отношении его усопшей жены к своей персоне и убедился в том, что она его не забывает. Она продолжала испытывать к нему самые нежные чувства и ждать его по ту сторону от завесы между мирами на своей прекрасной вилле, полученной, как она считала, в дар от высших духовных сил. Полагаем, на самом деле, в силу чистоты ее духа, сотворившей эту виллу самостоятельно и притянувшей свое сознание к ней для постоянного проживания. Собранные данные Всеволод Михайлович отразил в книге в виде графиков, которые наглядно показали и подтвердили интуитивные ощущения, описанные мною выше. Действительно, есть некий начальный, острый период в первое время после смерти близкого, когда эмоциональность недавно отшедшего духа выше, как и ее проявление. Затем кривая интенсивности эмоций и контактов несколько падает вниз, но остается в положительной зоне любви, неравнодушия и совершенно нормальной памяти об оставшемся. Примечательно также и то, что мертвые, как и живые, демонстрируют забывчивость о менее значимых для них людях и событиях, но не забывают о более значимых. В целом, это наглядно подтверждает многочисленные свидетельства и информацию о том, что смерть сама по себе никак не меняет личность. На тот свет все уходят такими же, какими были и в плотном мире, продолжая там свое развитие, как они это делали и здесь. В дальнейшем график показывает такое стабильное состояние отношения мертвого к живому на протяжении десятилетий, что уверенно доказывает, наши родные и любимые усопшие нас не забывают. Они уже знают, что жизнь и любовь не заканчиваются никогда, поэтому спокойно и невозмутимо ждут нашего счастливого воссоединения за гранью земного мира, которое рано или поздно, но обязательно и непременно состоится. Будьте же уверены, спокойны и невозмутимы и вы. Живите свою жизнь радостно, деятельно, светло и прекрасно. Ведь это именно то, чего желают для нас наши любимые, ожидающие нас на том свете, но всегда рекомендующие не торопиться туда, а проживать каждый земной день с удовольствием и максимальным коэффициентом полезной деятельности. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Напоминаю, что если у вас есть вопросы по нашей дисциплине, то задать их мне вы можете под любым видео или в специальной теме раздела записи. А ответы на них я как раз и даю в Телеграме в порядке живой очереди. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока
Всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.